Всем привет, в Summon Rift обновился баннер, и сегодня у нас выводы о силе форта арбалетчиков. Начнем с того, что это эпическая ивентовая карта. Ивентовая значит то, что ее нет на аренах, и она добывается только в баннерах Summon Rift, и это ее второй баннер, то есть реран. Стоит она 40 свитков, и это достаточно недорого, так как ты получаешь сразу 3 копии при гаранте. Забегая наперед, обязательно советую вам выкрутить данную карту. Башня очень сильная и находится в S-тирах всевозможных тир-листах. Так как карта эпическая, в принципе на нее накопить несложно, и падать из сундуков она вам будет чаще. Так что не пожалейте свои 40 свитков, если у вас этой башни не было. Добавьте ее в пул сундуков, ну в смысле, чтобы она у вас выпадала из сундуков, и постепенно вы накопите ей хороший уровень. Форт арбалетчиков является очень сильной картой просто потому, что она хорошо себя проявляет на арене, а это как бы основной режим данной игры. И давайте же разбираться, почему она так хороша. Во-первых, форт это башня лучников, то есть тип у нее дальний, с достаточно приемлемой ценой. Общий кост у нее, по-моему, 590, если я неправильно посчитал. Поправьте меня в комментариях. Ну, в принципе, цена, она как бы и недорогая, и не какая-то прям дешевая, а просто приемлемая хорошая цена. Урон неплохой, учитывая очень хорошую скорость атаки. На третьем уровне так вообще становится 0.3. Я боюсь представить, что там под слоном или под алерией, который на 10% увеличивает скорость атаки. Но, мне кажется, там разница небольшая, там может до 0.2 спуститься, потому что... Мне кажется, чем меньше как бы скорость атаки, тем и меньше сама прибавка от бафа скорости атаки. Просто вот, мне кажется, от скорости атаки больше всего выигрывают какие-нибудь, я не знаю, лонгбоу, твиллы, да, потому что они сами по себе очень медленно атакуют. Но в принципе форт арбалетчиков и без бафов очень быстро стреляет. Тип урона физический и также очень неплохая дальность, но эту дальность можно увеличить. Ну, понятное дело, уровнем ее можно увеличить, и также сокольничьим. Еще забыл сказать то, что башня, в принципе, на первом-втором уровне не очень-то и сильна. То есть даже против летающих вам будет выгоднее поставить дешевого королевского лучника, так как он имеет пассивку на более сильные стрелы против летающих целей. С фортом как бы... У него на первом уровне не урон-то то чтобы большой, да, хоть и большая скорость атаки, да. У меня не раз такое было, то что форт у меня пропускал летающих врагов, поэтому я очень часто играю арбалетчиков вместе с королевскими лучниками, да, и такое бывает. Можно 2 лучников играть в одной колоде вообще спокойно. Я боюсь представить, что там под сокольничем, но, в общем, что делает данная пассивка? Вы уже можете сами прочитать. Она увеличивает радиус атаки ближайших башен и дает им шанс наносить критические удары с двойным уроном. И с каждым уровнем этот шанс повышается, в том числе и усиление. Благодаря этой пассивке, в принципе, увеличивается ДПС вашей колоды. Они как бы и целей захватывают больше, и по ним критуют. Так что выгоднее форт арбалетчиков ставить где-то в центре, скажем так, всей вашей обороны. Вот где-то вы такую стратегическую точку должны найти, где форт арбалетчика, во-первых, впишется хорошо, то есть он будет доставать до босса, так как это босс-киллер, но об этом чуть позже. И также дает баф на увеличение радиуса ближайшим башням, как бы, ну, как это сказать-то правильно. Короче, он должен задевать максимальное количество башен, чтобы они критовали и дальше как бы урон свой наносили. Далее заградительный огонь. И кто играл во Frontiers, наверное, его помнит. Это очень сильная способность. И те, кто попробовали эту башню сейчас уже, ну, с того момента, когда она вышла, они понимают то, что это одна из самых имбовых умений вообще в игре в принципе. Да, стоимость у нее достаточно немаленькая, но все же за такую цену иметь очень сильное умение, это хорошо. Форт арбалетчиков совершает целых 20 ударов каждые 15 секунд. Единственный минус, наверное, то, что балансит форт арбалетчиков, это физический тип урона, что с базовых атак, что с заградительного огня. Поэтому в вашу колоду очень хорошо встанут любые источники деф-игнора. Дефшреда, там снижение брони, разрушение брони, называйте как хотите.
Это просто у меня там гача-термины всякие в голове засели. Ну, в общем, королевские лучники, я сейчас в последнее время с ними играю, бронебойщик, их, ну, то есть он снижает прям полностью броню, 95%. Да, конечно, всего на 6 секунд, но, в принципе, это хватает форту отнять. Ну, из-за того, что они очень быстро стреляют, они как бы успевают нести свой урон. Далее какая-нибудь Астра с ониксовыми стрелами, которые снижают твою броню тоже примерно на 90%, может чуть меньше там, да? Что, 6 ударов на 15? Ну да, то есть она 90%, по-моему, защиты снимает. Малик, естественно, который просто с базиков и метода Девшред просто на все виды сопротивления. Это прям вообще жесть. Сорсер у нас, но он не так эффективен, конечно. Мне кажется, он был бы имбой, если бы снижал свою броню не на 60%, а там, допустим, на 80%. Но мне кажется, это я многого хочу. Ракетчики делают это не так эффективно на самом деле. Так что на них, как на полноценный источник как бы снижения брони, я бы не надеялся. Ну и саботаж, что я про него совсем забыл. Форт арбалетчиков, в принципе, килляет практически всех боссов. И сложнее всего форту арбалетчиков только на Forsaken Valley. Она, кстати, сейчас, по-моему, в ежедневной арене. Я хотел вам катку записать, меня просили в комментариях, типа, было бы прикольно для этой рубрики вывода Осели, а также записывать хотя бы 1-2 проходки. Если у меня сейчас с соединением все будет хорошо, эмулятор у меня не затупит, то, может быть, сходим. Но я сразу говорю, форту не очень комфортно на Forsaken Valley, потому что, во-первых, много брони, я бы тогда бы играл лучше Маликом, так как он снижает полностью все сопротивление. И там оба босса имеют физическую защиту, причем, как бы дирижабль еще более опаснее, так как он саботажит твою башню, не дает ей возможность ее как бы облить там маслом вот этим вот. К тому же она имеет и саботаж. Форт арбалетчиков посылает соколов как бы на ту же позицию, то есть на ту же стратегическую точку, на которой у вас поставлен сам форт. Она посылает соколов на сторону противника, на твоего оппонента. И этот дебаф как бы режет урон на 20% и уменьшает дальность на 17%. Я особо никогда не ощущал диф от этой способности, но я ее вкачиваю порой, когда я вижу то, что на этой же позиции стоит какая-нибудь сильная прокачанная башня у противника. А если там стоит какая-нибудь там, я не знаю, казарма, то я не вижу смысла тратить 180 монет на вот эту вот способность. Еще забыл сказать, героическая выносливость, 3% увеличения здоровья героя, нижняя пассивка. В принципе, она такая себе, то есть приятно, да, но она как будто бы ничего не особо не делает. То есть там не увеличение урона, там не увеличение умений там и так далее. То есть это максимум может зайти героям-милишникам по типу Малика или Рейлин. Хочу что-то вот такое вот попробовать. В принципе, тут от королевских лучников и от Малика Девшрета хватает, так что... Надеюсь, мне это не составит проблемы сыграть на Forsaken Valley. Плюс взял этот меху, потому что вот эта вот пассивка, механическая сила, поможет мне против дирижабля, если тот на меня полетит. Астра 7 уровня недавно, что ли, выкрутил на недавнем баннере? Или это тебе не падает так, что ли? Я думаю, там уже... Или ты ее просто не качаешь, решил поиграть. Странно. Причем 12-й, нифига себе, 12-й полиморф. Давайте зов дракона. Я, в принципе, блин, особо-то и ничего не сделаю, да, эта карта. Я сейчас так подумал. Так, ну давайте вот куда-то пока сюда начнем, да. А этот пошел, попрыгал, блин. Что я... Ой, какую херню я сделал, господи, я случайно, блин. Абсолютно случайно. Так, давай сюда этот. Мега онлайн сейчас сделаем. И тут, наверное, будет форт. Наш первый форт. Сейчас мы здесь разберемся, да? И можно... этого, короля Малика, говорю, лучника, да, убрать. Урода такого. Так, вот этих вот начнем ставить. Я их прокачал недавно, все, хочу их попробовать. Говорят то, что эта казарма тоже очень достаточно хороша. В принципе, мне очень нравится тенденция, то, что сейчас каждая казарма вообще, в принципе, в игре стала какой-то... Ну, то есть она, каждая казарма в своей стезе сильная. То есть разведчики-лучники, да, скауты, они реально так долго дракона бьют, у тебя Асра, блин.
Хотя она всего 7 уровня. То есть разведчики-лучники с... Как его, блин, с фосфорным покрытием, хочу сказать. Не фосфорное покрытие их зовут, а с ракетчиками, вот. Долго вспоминал. Ты что, реально не застанил? Портал загорелся, оттуда никто не вышел. И только он решил, да, потом. На чем я остановился? Короче, вот эти вот, да, и ракетчики, они как бы очень хороши против боссов, да, против единичной цели. И в саботаже, кстати, не ракетчики, а уже скауты прям вообще тащат. Паладины очень хорошо, допустим, танчат. Да, кстати, смотри, сколько летающих тут, да? Надо прям где-то еще форт установить. Или, точнее, даже этих королевских лучников. Вот давай, допустим, сюда форт, а сюда, наверное... Погоди, или... Да, сюда королевских лучников. Так, давайте тут овечек поставим. И это вкачаем. А то у нас тут очень противные всадники идут. Которым нужно, кстати, снижать броню, а у меня... особо нет этой снижения этой брони. 92%. Кто ему так снял? Или у него так и было? А у вас чип урона, наверное, да, физически тоже. Так, что-то мне нужно делать с этими уродами. Либо полиморфить их, либо так вот маликом прыгать. В общем, тут есть некоторые проблемки. Что-то я все не могу закончить, блин, свою мысль. Что я хочу сказать? Ромка, что ты хотел сказать? Короче, казармы достаточно сбалансированы сейчас в игре. То есть каждая хороша по-своему. Ракетчики с разведчиками, они хороши против боссов. В единичную цель, да. Паладины очень хорошо танчат благодаря своей прикольной пассивке на... На что? Ну, короче, как у Геральта из первой части, когда он щитом отбивал входящий урон. А варвары, они просто такие, скажем так, универсальные единицы. У меня герой порауть. Давай, кстати, да, огненные стрелы вкачаем, чтобы эти чистым уроном били. Так, вот надо вот с этим вот уродом драться, да? Вот так. Вот так, избавляемся от него. Так, меху я все хотел поставить, вдруг это падла полетит. Да, нужно защитить наших этих лучников. Так, у него на этой позиции, в принципе, хорошая башня, так что давай ее за саботажем, чтобы у нее был меньше радиус. Жалко, радиус нельзя посмотреть, кстати, у соперника, ну ладно. Но и урон у нее станет меньше, давай. 388, а тут... Ой, ни хрена себе! Ну, саботаж так-то хороший, ты это просто глянь. Ну это под этим бафом, еще под священным убежищем, блин. Ничего, ничего, скоро ты будешь по-другому называться, башенка моя дорогая. Так, что это у нас 5-я волна? Но мы идем, короче, на босс-файт. У него лонгбоу уже поставлен. Посмотрим, успеет ли он быстренько астрой снять защиту этому сопернику. Не знаю, кто у него там, конечно. Реально... Господи. Надо, короче, еще этот поставить. Обязательно. Вот куда-то вот сюда вот. Ну, короче, прокачать эту башенку, чтобы она этот бронебойщик выдавала. Ой, у него там вообще дела плохи. Ну да. Даже до босса не дожили. Ну, это конечное, да, для него. У меня аж даже этот весь в FPS упал из-за количества юнитов и... столько эффектов. Выводы у меня такие, то что башня имбовая, башня классная. Имеет неплохой саботаж, очень много урона, особенно по боссу. Она, короче, проверенная временем, она у всех стоит в S-тире. Я не сомневаюсь, что вы и без меня поднимали, насколько она имбовая, но те люди, которые только недавно пришли в КРБ и думают, что выкрутить из баннера, пожалуйста, хотя бы один раз заполучите форт арбалетчиков.
А дальше я вам советую копить крутки, так как следующий баннер Summon Rift, который, кстати, будет не через 2 недели, а через 1 неделю, будет очень таким прям вкусным, и я думаю, вы не захотите его пропустить. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Удачки, покеда!